Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за прямыми эфирами, и наша встреча с Денисом Елисевичем прямо сейчас. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, поставьте лайк и напишите, что думаете в комментариях об этом сегодняшнем эфире, о нашем разговоре и вообще о событиях, которые происходят, потому что это очень важно. Кажется, мы зашли вот в эту спираль таких принципиальных решений, важных с точки зрения геополитики и, конечно, ситуации в Украине, вообще будущее войны решается. Причем как-то так, знаете, очень интересно, без Украины, да, вот тоже интересно. Значит, это все будем обсуждать. QR-код, который видите на экране, возможность канал поддержать и написать прямо в эфире, чего хотите на экране. Также ваши вопросы для финальной части эфира принимаются в сообществе YouTube и закрытом клубе зрителей. Подпишитесь на Дениса Елисеевича, тоже Telegram и, конечно же, YouTube-канал. Ну и вопросы будем принимать и в чате трансляции, но в самом конце, поэтому досмотрите эфир до конца. И, конечно же, начнем с опроса чата трансляции. Он звучит таким образом. Представим. Смотрите, я вот уже вижу даже в чате трансляции, мы в прямом эфире, вот пишут, не будет никаких выборов, поэтому там есть ключевое слово. Представим, что выборы назначили. Вот конкретно дата выборов назначена. Переизбрали ли вы бы, вот так, Зеленского? Ну, как Зеленский, да? Переизбираем или нет? Варианты. Однозначно. Он наш потужный. Следующий вариант. Некуда деваться. Ну, просто нет конкурентов. Ну, как бы он один остался, да? Кого с ним в спарринг? Всех побеждает, ну, елки. Следующий вариант. Кого угодно переизбрал бы, вот выбрал бы, но только не его. И еще один вариант. Это все фарс. Я на эти выборы бы не пошел, потому что мы понимаем, как они, из какого кондачка, с какого пинка под зад, они вот если представить, что они назначены, будут проходить. Денис, очень интересная и, наверное, ключевая история. Сейчас ее пытаются забивать разными другими историями. Ну, коснемся и Минтича, покушение было в Израиле, и вот эти все, скажем так, остальные дела уголовные. Начали отпускать набушников. Класс, интересно. Но Трамп же четко сказал, вы как-то вот не думаю, что это демократия, то, что у вас. Давай, Зеленский, переизбирайся. Не знаю, победит тут или нет, неважно. Выборы нужны. Что думаете? Зеленский пойдет, переизберется, и как бы вы ответили на вопрос голосования? На вопрос голосования я бы ответил кто угодно. Из этих вариантов кто угодно, но не Зеленский, но на самом деле никто угодно. Просто нет другого варианта. Я выбрал только из ваших. Теперь как обстоит полностью картинка на самом деле по поводу вчерашних высказываний Трампа и последующей реакции Зеленского? Хамской, как всегда. Значит, вчера он пошел, во-первых, открыто против Трампа. Сегодня у него, я так вижу, уже в прессе риторика немножко поутихла. Вчера он пошел против Трампа. Что имел в виду Трамп в этом вчерашнем интервью политику? Он сказал, нет демократии, нужно провести выборы. Зеленский, наверное, на них пойдет. Но на самом деле, если Зеленский предпримет такую попытку, а я уверен, он предпримет, он вчера вот так уверенно это заявил, он тут же будет сбит с этих выборов. Пленкой НАБУ, вещами покрупнее, санкциями на все его окружение ближайшее. То есть ему, может быть, не скажут, дружище, не иди туда, хотя ему такие сигналы были завуалированы, а может скажут. Если не послушает, будет вот такой вот план. По-другому просто быть не может. Если, как вот вы в своем вопросе, представить вдруг, что он пошел, ну, Саш, я для себя так решил. Я вчера видел опрос этих грантоедов Киев Индепендент. По поводу как раз они в тему сделали это все, естественно, случайно, в кавычках. Значит, Зеленский 21% люди поддерживают сегодня, Залужный 19%, или 20 Зеленский, 19 Залужный, 5% у Буданова, 23% не определились или другие кандидаты. Вот я так для себя градацию провел. Вот 23% есть надежда, что в голове что-то есть. Но если 20% выбирают Зеленского, который довел страну до того, что мы сейчас наблюдаем, 19% за Залужного, вообще не зная его политическую ориентацию, кто он вообще, может он коммунист, может он социалист, может капиталист, никто ничего о нем не знает. Но мужчина уверенный, значит все надо. Буданов,
Ну, он соседняя страна, где спецслужбы у власти. Вы здесь так хотите? Вы вообще Буданова не то, что политической ориентации не знаете, вы вообще ничего об этом человеке не знаете. Кроме того, что он внезапно стал главой ГУР, и все. И надавал кучу интервью, которые не скажут. Про жену еще слышали, что Ну она да, с ним я просто тоже... семьи не трогаю. Да. Там было Нет, расследование, она у него в кабинете имеется, поэтому тут не семьи, тут да, конкретно, да. помните, Ну эти там и были? рыбки, и животные разные были еще, все это было. Вот и все, поэтому я даже не знаю, как вот этим всем заниматься, если люди реально собираются голосовать за Зеленского. Я понимаю его план, какой он будет делать, но это представить себе я просто не могу. Но я однозначно за выборы. Другой момент, вы, наверное, позже об этом скажете, как он их собирается провести. Они же тоже уже... Да, давайте об этом поговорим, потому что, смотрите, вы правы. Сегодня он очень, Зеленский, да, очень так выважено, взвешено, да, вот так вот, да, вот мы сегодня дорабатываем 20 пунктов плана. Уже, видите, он как бы навязывает, что не 28, а 20. Хотя, Да. я подчеркиваю, пунктов 28. Россия ни один пункт не отмела. Они просто сказали, что смотрите, вот эти там пункты, есть вопросы, надо работать. Все. То есть нет такого, что это нам не подходит. А это, говорит, есть что подходит, есть что не подходит. Хорошая база для того, чтобы работать. Мы не слышали ни единого заявления, что мы там на это пойдем, а на это не пойдем. Хотя давайте просто возьмем и отзеркалим ситуацию. У них в Конституции вписаны, ну, как не принадлежащие территории де-факто Российской Федерации, Херсон, из которого ушли и так далее. То есть понимаем, да, они по-другому себя ведут. То есть мы исключительно как аналитики сравниваем Россию и Украину, дипломатов. А что мы имеем здесь? Мы сейчас 20 пунктов дорабатываем. Ага. 3 документа у нас на столе. Это гарантии безопасности. Это, конечно же, вот эта история с восстановлением Украины. В общем, уделяем много внимания. О выборах пока как-то ни слова, да, но все поняли, что вчера Зеленский, он как бы вошел в раж. Вообще, конечно, с точки зрения медийщиков, с точки зрения вот вообще работы с публикой, очень странная история, когда по дороге из Лондона в Брюссель он берет чатик, заходит, надиктовывают голосовые. Ну, соответственно, правильно, журналисты, это же им ответили на вопрос. Они взяли, скачали это аудио, у себя разместили. 1, 2, 3, ну, как бы они работают с информацией. И это был во второй заход ответ, что он готов и ждет. Первое. Безопасности. Трамп. Помоги мне, можешь европейцев привлечь, сделай так, чтобы не летали ракеты. И второе, депутаты, а ну-ка, давайте, во время военного положения организуйте мне выборы. О, как, это уже очень интересно. То есть, военное положение и мобилизацию, потому что они в связке, в спарке постоянно идут, никто отменять не собирается. Это означает, ТЦКшник лучший наблюдатель на избирательном участке. Как он решил в очередной раз обхитрить судьбу? И не загоняет ли его Трамп на такую заминированную тропинку? Нет, Трамп его... Это вообще очень длинный разговор, а я хочу вас уточнить. А вот это аудио, которое появилось, это на его телеграм-канале было размещено? Нет, есть новая спецификация работы с прессой. Это вот нечто новое для Зеленского. Есть определенный чат, ну, группа офиса президента, пресс-служба. И там журналисты добавлены, которые аккредитованы в офисе президента, и они ему текстом пишут трын-тын-тын-тын-тын-тын, там 24-й канал, там вот спрашивает, еще какой-то канал спрашивает, ну как пресс-конференция. А он берет и зажимает в своем телеграме ответить и записывает аудиосообщение, видимо, в дороге или где-то еще. Это плохая идея вообще в наше время, потому что могут сделать искусственный интеллект и вбросить это как слова президента и произвести... Ну, ладно, об этом позже. Значит, смотрите, в чем вообще суть? Вот говорят, требуют капитуляции Украины. Изначально была такая фишка. Никакой капитуляции Украины никто не требует. Что требует от него Трамп и, наверное, Путин? Политической капитуляции лично Зеленского. Как она должна выглядеть? Ты подписываешь мирный договор, ты отменяешь военное положение, Россия ну, то есть перемирие, ceasefire, назначаешь выборы через 90 дней, выбирают нового президента, новый парламент, дальше уже в спокойном режиме Украина вступает в период переформатирования, в котором проводится референдум, перед этим, конечно, вывести войска с Донбасса, требования. Но не признать Донбасс, не Зеленский сдал Донбасс, это должен быть референдум. Референдум
не может пройти в других обстоятельствах. Зеленский не может по Конституции действительно отдать никакую землю. Это правда. Парламент не может отдать никакую землю. Есть процедура. Сначала должно быть снято военное положение, затем парламент должен проголосовать 226 голосов, потом объявлен референдум, а его можно объявить и провести только через 60 дней минимум. Представьте, сколько времени уходит. Потом парламент 300 голосов должен дать, не 226. Это громадная длиннейшая процедура, если все идет как по маслу 6 месяцев, а по-хорошему где-то год нужен. То есть сейчас это нереализуемо. Потом да. Поэтому, когда он выходит в прессу и говорит, от меня требуют капитуляции и сдать Донбасс, этого от него никто не требует. От него требуют: прекращаем войну, прекращаем огонь, ты объявляешь выборы, а дальше Украина в лице нового президента парламента решает, что и делать дальше. Вот в чем идет требование. Трамп говорит про выборы, потихоньку начиная его сбивать, намекая ему, что будет публично, если ты сейчас это не сделаешь. Он, как, конечно, Зеленский, кто он будет, если он пианистами начнет мериться с оппонентом? То, что он проделал с Путиным и чем это закончилось. Он записывает вот это аудио, которое мы сейчас обсуждаем с вами, и начинает: хорошо, давайте сейчас, значит, и заметьте, не давайте договоримся о прекращении огня, я отменю военное положение, мы проведем выборы, я отменю телемарафон, я всех допущу, давайте прямо сейчас, Европа, Америка, готовь мне законы совместно, все сейчас проведем. А в команде они, знаете, что обсуждают? Да, мы все протащим в парламенте, проведем выборы в один тур. Как вам такое? Вот и все. То есть он решил здесь шулеры, Саша, это с ними вообще, это с шулерами садиться за стол и играть в карты, вот с Зеленским, с этой компанией. И он Трампу показывает: хочешь, я сейчас проведу, но проведу по-своему. Вы знаете, если отследить всю биографию Трампа, особенно политическую, бизнес это ладно, хотя там тоже, все, кто вот так себя вели с ним, все плохо закончили. И Зеленский стал на эту скользкую дорожку не вчера, просто сейчас продолжает. Правда, опять-таки, сегодня уже, видим, может, ему сказали, риторика подутихла. Может, Игорь Валерьевич, сейчас же мы с вами общаемся, в эти минуты Игорь Валерьевич же находится в здании суда, в зале суда. Наконец-то довезли. Довезли. Это тоже, кстати говоря, звено вот этой цепочки, всю, которую мы сейчас обсуждаем. Поэтому человек просто... Подождите, так он же вчера в этом аудио добавил в конце: я буду баллотироваться. Ключевое. Не просто я проведу выборы, а в конце он говорит: я буду баллотироваться. Ну там он так не говорит, он говорит: я готов, я пойду, вот в этом плане. Я пойду на Сашка, это. В конце четко. Вот потом переслушают пусть люди, и в конце он говорит: я буду. Я почему меня это и возмутило? Если бы хотя бы без этого, то есть я иду. Так подожди, ты говорил, я в один срок буду только, одну каденцию. Потом ты говорил, если я не справлюсь, должен прийти другой. Недавно ты говорил всем западным журналистам: я не держусь за власть, хоть завтра. Я готов уйти и уступить место. Так Ермака этого как давили? Пока уже тяжелая артиллерия не включилась, Ермак не собирался уходить, хотя были сигналы с США на протяжении 1,5 последних лет. Я это знаю точно. В этом году было минимум 3 сигнала: убирай Ермака. Вы дождались до такого, что случилось сейчас. И он на этом же пути. То есть люди должны понять, это абсолютный обман. И как он жестко цепляется за власть. Любыми путями. Просто. Это просто невероятно. Вот все, что я наблюдаю, я просто шокирован, насколько этому человеку общество позволило вот так себя вести. Украинский народ. Потому что народ не может позволить так вести президенту себя в принципе. А это начинается: да у нас никогда ничего не изменится. Да я лучше промолчу. Там эхо с краю. Да пусть там дураки что-то рассказывают, типа Елисевича, или вот Шелест, которого под санкции, или там другие люди. Вот пусть они там себя, мы тут тихонечко, вот это результат. Молчать нельзя. Молчать нельзя. Ну, вы упомянули Коломойского, да, действительно. Значит, говорит, ранили домработницу 28 ноября, было покушение на Миндича. Представляете? И вот как-то вот наблюдаешь за этим всем, ну, понятно, что там суд, его привезли, главное, чтобы судья не заболела, отмечают, там шутят депутаты, да, за 5 минут до самого заседания. Но у меня возникает вопрос, неужели покушение на Минтича это то, чего так боялись, что 2 суток не выходили? Или тут плевать? Вот откровенно плевать, что вообще хотел, что заявляет Коломойский, важно, как реагирует Зеленский, офис, аж ломаются автозаки. Да, думаю, плевать. Думаю, плевать. Я думаю, это полностью... Понимаете, Саш, мы сейчас не должны, зрители, вот, мы не должны сейчас не рассматривать, не можем, вернее, рассматривать Зеленского как президента, который в сложном положении и пытается выбрать правильный путь и куда-то вывести Украину.
Я смотрю на его действия, вот абсолютно от первого до последнего. Это чисто банда, которая ворует, которая держит власть, и просто у нее оппоненты те, кто им мешают. Не те, кто против Украины, там, как они заявляют. Вот сегодня мне перед нашим эфиром присылают, Зеленский, значит, поговорил с главой службы внешней разведки Иващенко. Значит, есть субъекты, которые работают на Россию, значит, дезинформируют, дезориентируют украинское общество, будем, значит, блокировать, будем бороться с ними. Так подожди, ты опять за старое взялся? Ты опять где-то каких-то врагов ищешь? А сам аудио записываешь в эпоху искусственного интеллекта? Ну, то есть, ну, просто я смотрю на это все, я еще удивляюсь, наверное, знаете, он бы сейчас силовика какого-то поставил главой офиса, еще ж не выбрали. Никто не хочет. Я не думаю, что Буданов хочет или кто-либо из силовиков в этом пачкаться, а потом оказаться в американском санкционном списке. Потому что он сбитый летчик, с ним уже никто не хочет работать на такой высокой должности. Они знают, с чем им придется столкнуться. Они предпочитают остаться на местах, в той системе, которую они контролируют, американцы туда особо сейчас не вмешиваются. Вот такая ситуация. Но он же нового нашел, Иващенко. А я читаю у Дубинского, например, он пишет, этот Иващенко прикрывает Ермака сейчас у себя чуть ли не в здании кабинет, по коридорам ходит с охраной, «Зеркало недели» пишет, что он там себе прикрытие собирается делать или собирался, чтобы выехать с Украины. Подождите, служба внешней разведки должна конкретно бороться, у нас сейчас враг России, у нас война напрямую. А они обслуживают, получается, Ермака. Этот уже опять ищет каких-то политических оппонентов счеты сводить. Так он как на выборы собрался? Еще поблокировать всех, поуничтожать всех, остатки оппозиции, Да. и те, кто на расстоянии, и потом я вот, ребята, нет выбора у вас, я вот один золотой. Есть так получается? Да, поэтому этот вариант и есть в нашем сегодняшнем опросе. Голосуйте, друзья, потому что, судя по всему, Зеленский именно так... тут же как, да, используй любой кризис как возможность. Ну, вот это, много же там инфо-цыганства сейчас развелось, и они там, да, успех от слова «успеть», вот эти все, ну вы поняли, да, о чем, о чем мы говорим. Всякие там марафоны давайте, марафон желаний, вот он пошел на марафон желаний, видимо, желает, скажем так, извернуться. О Коломойском, слушайте, неважно, ну, то есть, хотел он сказать про Миндича в понедельник, или, ну, собственно, не про Миндича, но он продемонстрировал, как он крутит системой, ну, просто как юлой, на одном месте. Просто неимоверно. То судьи болеют, то автозаки ломаются. Как вы думаете, он сыграет в этом допредвыборном периоде для Зеленского какую-то роль? Или заткнут, не дадут? Не заткнут. Не заткнут, как я уже сказал, Игорь Валерьевич сегодня является звеном в очень длинной цепочке. Точно так же, как и Умеров. У них возникла жизненная ситуация, возник в жизни выбор, который нужно было сделать, они его сделали. Потому что в этой ситуации всегда, так было исторически, в итоге каждый спасает себя. Даже итальянская мафия сдавала друг друга Джулиани, потому что вот в жизни такие моменты случаются. И это далеко не итальянская мафия по своим понятиям. Поэтому эти будут все сдавать. Игорь Валерьевич сегодня, ну, наверное, или мы с ним на одной стороне, я считаю. Ну, я так точно, потому что пора включать тяжелую артиллерию, пора начинать серьезно работать по Зеленскому. Сейчас какой момент, который проходили все диктаторы? Когда начинается реальное падение диктатора? Вот сначала он всех задушил, все молчат, единицы там где-то что-то говорят, потом идет надлом. Вот, например, ситуация с Ермаком. И тут должны заговорить многие. Всех уже не заткнешь. Но так я вижу, этот процесс вроде как идет, там тот. Но посмотрите на нашу оппозицию. Я не вижу активных действий, ну, политическую. Я не вижу особо оппонирования Зеленскому, я не вижу требования выборов. Его депутаты конкретно вчера писали посты. Да, выборы президента можно провести, а Верховной Рады нельзя с военным положением. Стерненко пишет, ніяких виборів під час війни, війна до кінця. Ну какие выборы? Русарис, донаты, крипта, рейндж-роверы новые. Как вы что, с ума сошли войну заканчивать, да еще и выборы проводить? И что мы видим в сухом остатке? Депутаты за свой кошелек, Стерненко и его группировка за свой кошелек, глубинное государство. Они все, Украина дойная корова, давай с нее выдаем все. Когда ты говоришь что-то план развития Украины, или выборы, давайте, демократический процесс, ты враг, ты русский агент и далее по списку. Вы, так говорите, не выбрали главу офиса.
Но это же тоже потрясающе из его, как это, аудио, да? Говорит, слушайте, да я так вообще возьму и привыкну без главы офиса. Может, вообще расформируем прости господи, офис президента? А что будет? Да ничего не будет. А зачем? Я президент, мне офис не нужен. Вы представляете, насколько... Ну, я как бы сторонюсь, конечно, ну то, что сторонюсь, люди обсуждают эту тему, как близок духовно и физически Ермак Зеленскому, что он даже не представляет никого другого. Он говорит, нет, я вот выбрал кандидатов, но там же вдруг они сейчас заберут их оттуда, да, откуда они там, Федоров, там вот эти, Буданов, и посыпется у них работа, ну нельзя, там же будет дырка, вот, давайте лучше я, такая, и вот это все обставляется какой-то жертвенностью, как, собственно, и с этими выборами, да, ответ Да. Трампа. Я четко вижу, политически, технологически он пытается провернуть операцию «Овальный кабинет 2». Тогда у него рейтинг подскочил, потому что он вот он наш, маленький, но такой вот за Украину, всем с большим сердцем. Я помните, как это писали? Сегодня Конечно. тоже разгоняют всякие Лизы Богутские, всякие там депутаты. Давайте поддержим Зеленского, давайте его вот. Вспомни, какой ты был 24 февраля 22 года. Вспомни. Давай все вместе объединимся. На это расчет и на это тактика. Так что, Зеленский без офиса останется? Вообще-то я сторонник расформировать офис президента и эту администрацию приватизировать или сделать с него музей, как символ, от этого нужно избавиться. По поводу его заявления, что может вообще без офиса, думаю, это часть этого антикриза, примитивного их. Показать, что все, весь негатив был там, я сейчас сам, это меня подводило, ну то есть сбросить негативно, утилизировать на Ермака и на офис в целом. Все плохое было там, а я золотой ваш как был, так и остался. Смешат меня заявление, вот если там сейчас Буданов уйдет с того направления, Федоров со своего, неким заменить. Знаете, почему неким заменить? Потому что ты дела ведешь по принципу свой-чужой, а не по принципу вот этот человек профессиональный и может что-то сделать для Украины сейчас. Ну, может быть, там я ему не очень нравлюсь и мое направление. А здесь не так. Вот есть люди, которые мне кровью расписались у меня, с ними будем работать. А остальные, да зачем? Такое вообще, знаете, Украина как будто страна дураков, нету, да куча людей могут справиться в 1000 раз лучше, чем все там. И лично Зеленский. 1000. Куча предпринимателей в Украине талантливых. Но надо людям рассказать, что вы что. У нас только 5-6 эффективных менеджеров, а все остальное это страна дураков. Это, понимаете, мне на это противно смотреть. И вот эти люди, которые 20% по опросам за него, ну я правда в это не сильно верю, но допустим. Думаю, не больше 10 в реальности будет. 20% или 10%. О чем вы вообще думаете? Вы вообще видите, что происходит? Что тогда, если это для вас неплохо, что тогда для вас плохо? Вот я хочу просто спросить, ядерный удар когда нанесут, или что для вас будет плохо? Ну, тут похлеще ядерного удара. На этом суде Коломойского судьи взяли самоотвод. Продолжат потом. То есть, Написали, да? Да, то есть судьи уже тоже что-то чувствуют. Это, конечно, какая-то абсолютная пошесть. Ну и, собственно, взяли, развернулись завтра, давайте, до завтра. Причем не один судья, а коллегия судей говорит, мы самоотвод берем, завтра приходите. То есть четверг, 11 число, очередной суд, все уже видят, что что-то идет не туда. Но тут важен другой момент. Вот вы говорите, и постоянно противник того, чтобы какие-то военные пришли или там что-то на какой-то переходной период. Такие сценарии тоже рассматриваются. Но без военных-то никак. Понимаете? Без военных никак. Вариант табакерка не сработает в этом случае. Вариант, ну, они все повязаны, мы это видим. Ну, то есть, вы же видели, с какой издевкой отвечал Зеленский Трампу, мол, решать будет народ Украины. Вы представляете народ Украины? Нет. Пошел вон, Дональд Федорович. То есть, ну, то есть, вы понимаете, Трамп не решит нам здесь эти проблемы. В этом-то проблема. Майдан собирать нет сил, организующих средств, все перепуганные боятся. Там особо крикливых, ну, вот как Скороход, например, да?
ее, собственно, ну, сбили конкретно. Теперь нет человека, который, собственно, будет относиться... Репутацию просто, ну, там, я не знаю, что нужно сделать, чтобы выправить репутацию Скороход в любом виде политическом вот сейчас. Там даже залог вроде как внесли, не внесли, но вроде внесли быстро, там, в течение часа, 3 миллиона. Ну, вот поди собери 3 миллиона вот так вот за час. Это официальные белые чистые деньги. Ну и вот эти все видео, которые нарезки и так далее. И так же будет со всеми. Это же как в назидание. Смотрите, если кто-то там рот откроет, мы сразу папочку в дело, в ход. За 3 месяца назад какое-нибудь видео с вами склепаем и опозорим на всю страну. Это могут сделать и будут делать. Получается, ну, никто, кроме военных, не представляет никакой силы, которая может быть в противовес Зеленскому. Значит, я могу сказать, Скороход не сбивали силы Зеленского, потому что Скороход голосует всегда в унисон с тем, что она выходит на эфир, говорит, я в оппозиции, и критикует, в зале голосует так, как надо Зеленскому режиму. В деле со Скороход... Я не говорю, она виновата или нет, я не правоохранитель и не буду судить. Но там действует НАБУ, и там совсем... Ее действительно сбивают, но не офис президента. Почему Зеленский, я сказал, он пошел против Трампа вот этим высказыванием про выборы? Потому что сегодня у Трампа нет, если завтра проводить выборы через 60 или 90 дней, у Трампа нет кандидата с реально высоким рейтингом здесь и сейчас. На это нужно потратить год. И Зеленский это понимает. Сбивать они будут, ну, он тогда себе выроет яму. Саша, когда мы говорим, вот вы сейчас про судьи сказали, про самоотвод, я уже у вас говорил это в эфире, в Америке есть акт Магнитского, куда повносили русских, которые участвовали в ограничении прав человека, в нарушении прав человека, цензуры и все остальное. Там уже бразильский судья оказался за эти вещи. Там окажутся украинские и судьи, и прокуроры, и все, кто будут так действовать. Поэтому судьи уже это знают, и они уже спасают тоже себя в конце, в итоге. Вертикаль власти, так сказать, уже не такая жесткая, как была раньше. Это очень хороший сигнал. Поэтому никого не так массово, как вы говорите, сбить не смогут. Иначе их собьют, так как я сказал вам, Трамп, то есть Зеленский просто сам не сможет баллотироваться. Украина уже буквально подходит на последнюю ступеньку к большим переменам. Но нужно больше от общества вот этого желания к изменениям, а не желание опять нового красивого дядю, на которого мы перебрасываем ответственность, а сами уходим и через год начинаем его критиковать и все остальное. За идеи голосовать, а не за красивых дядь или каких-то там еще, которых вам продают. Так идеи у всех одинаковые. Все за все хорошее против всего плохого, понимаете? Нет, вот, да, вы правы. Те, Ну кто как? сейчас на политической арене, абсолютно верно. Ну, за Зеленского Поэтому... же проголосовали не потому, что он там красивый, и у него какой-то... У него было 2 фишки. Фишка первая – это он не из системы, значит, принесет что-то хорошее. А второе, все же слушали его программы, выступления Гордона этого до баллотирования, до объявления. Он же мир нес, дружбу, он же за разумное, за доброе, за вечное. А выкрутилось как? Что теперь херпиду? Да, я согласен, что люди выбрали, вот я не буду русский язык щемить, войну надо заканчивать, Украина будет Швейцарией. Все это правда, но то, что он не из системы, люди голосовали, и я лично, за Зеленского не за то, что просто есть обреченность Порошенко, и есть какая-то призрачная надежда Зеленский или кто-либо другой. Вот по такому принципу. И голосовали против Порошенко в большинстве своем. Зеленский чистый человек системы. Он никогда не работал в рынке, он обслуживал олигархов. На телеканал Интер это не рынок. Это кэш и офшоры, на то время вообще сумасшедшие, колоссальные, дурные деньги олигархов в тот период, когда Интер был на лидирующих позициях. С Игорем Валерьевичем то же самое. Каждую неделю, квартал, это было чисто расписанное политическое шоу с тем, кого нужно сбить, кого подбить, кому намекнуть. Это все была большая политика. А представьте, если кто-либо тогда, Янукович такой, давайте нахер Зеленского под санкции с Кошевым отправим. Да в голову такое не приходило. Даже Соросят Янукович боялся трогать. Там ему наем хамил во время пресс-конференции с Лещенко и все остальное. Этот сорвался с катушек просто полностью. И знаете, это как? Сварили общество как раков. Потихонечку, и оно не заметило, как их сварили. Это же за один день не сделаешь. Он потихоньку продвигался. Сначала телемарафончик, потом этого в изгнании, этого уголовные дела, потом санкции, потом давайте будем семьи трогать. Вот у моей мамы вчера было очередное судебное заседание за пост моего видео, вот то самое. До сих пор год, уж Саша, больше года. Кстати, могу вам сказать, к моей маме ворвалась СБУ в 5 утра, это было 28 ноября, если я не ошибаюсь.
28 ноября и к Ермаку 24 года, к Ермаку 28 ноября этого года тоже в то же время ворвалась НАБУ. Вот такая вот, скажем так, ирония судьбы, ровно через год. И, может быть, 28 ноября, 26 тоже к кому-то ворвутся. Или кто-то попадет в какой-то список американский. Они не уйдут от наказания. Все слишком далеко зашло. Я вот что хочу сказать. Они это не понимают. Вы думаете, Ермак за неделю до того, как его турнули, сидел и думал, так я проиграю, наверное, я проиграю. Нет, он сидел и думал, сейчас мы всех порвем. И Трамп мне не указ, народ вообще мы загоним, тех посадим, тех убьем. Я самый лучший. Вот так они мыслят. И Зеленский так. Меня никто. Но он уже, Ермак, так думал. Мне не нравится другое. Знаете, Ермака турнули, и такая тишина. Нет, давайте дальше продолжать историю. Где он находится, что он делает? Так, а нет прессы. Нет прессы, Это конечно. функция, смотрите, это функция прессы. Конечно, Ну, согласен. вот это вот все очень скабрезно относятся, или так, знаете, брезгливо, да, относятся к желтой прессе, к каким-то этим моментам, когда вылавливают, фотографируют, там, папарацци, звезды, вот это все, это отдельная прям тема. Но эта тема, это тоже элемент, это тоже важный элемент. Кто говорит, желтизна, да, желтизна, да, сенсационные заголовки, не соответствующие ничему, да, но мы хотя бы понимаем, он в Украине, не в Украине, в домике в этом, где они там домики строят, семейные вот эти, или нет, или в каком-то другом месте. Выбрал обои или не выбрал. Там, а какого цвета унитаз, например. Это тоже оказывается очень и очень важно в геополитике последних дней. Я предлагаю, ну, Ермак, это, конечно, очень интересно, просто мы ничего не знаем. Знаете, вот и нечего обсуждать. Представляете? Это же так удобно. Все, потерялся Ермак. Как это? Потеряли пацана, он больше не позвонит, понимаете? Что обсуждать? Нечего обсуждать. И пресса вся молчит. Но меня смущает связь с службой внешней разведки. Это серьезно? Так это все свои. Ну, подождите, какая там связь? Все свои. А Зеленский сегодня ссылается на главу службы внешней разведки. То есть он, получается, никакие выводы вообще не сделал. Дальше опирается на силу, и кроме как силой ничем не может управлять больше этой страной. Ну, так и есть. Ну, а у него, в его положении, понимаете, в его положении просто, вот, если так оценить, ну, вот кто его поддерживает, да, Зеленского? Мерц, Макрон. Сказать, что они прям шибко его поддерживают, ну, тоже ведь, как бы, давайте будем откровенны. На словах, возможно, на делах, ну, поддерживают. Ну, а так, чтобы вот там до сих пор же сейчас аналитики разные думают, а если США вот всерьез уйдет, ну, имеется в виду, окончательно, то есть ни разведки, ничего, вот просто тут все переполошились, в Конгресс подали, а давайте США из НАТО уйдет. Ну а чего? Советского Союза нет, вот этих всех отношений, которые были в начале или там в середине прошлого века, нет, понимаете? То есть зачем нам это НАТО? Чем мы будем их всех кормить, защищать, там, тратиться? Мы и сами себя защитим. Пускай сами там, если хотят, вместе там как-то по-другому. Вообще не надо нам НАТО. Но вот так, точно так же ведь может быть и с Украиной. Вот просто вот все отрубят. И уже считают 70%, 80%. Типа, если очень сильно будет тужиться, Европа сможет обеспечить Украине. Но ведь это цифры такие умозрительные, а по факту мы будем видеть продвижение по линии фронта, по факту мы будем видеть гибель, страдания, там, захват городов, эвакуацию бешеную, люди в никуда, вот этих, вот опрашивали вот недавно, не знаю, попадалось вам или нет, Краматорск, да? Краматорск, и там вот и старенькие мужички, ну тоже старенькие мужички, молодые девочки, средних лет тоже никого нет уже почти. Да. Значит, они все говорят, нет, вот мы, вот все, пускай уходят и те, и эти военные, пускай вообще это все закончится. Общее настроение, они больше всех до последнего ждали. Они понимают, фронт там 20 километров, 15 от них, может меньше, сейчас уже с учетом FPV, которые гуляют по центру. Они говорят, пожалуйста, пожалуйста, давайте, вот стоп игра, все, и мы уже выдохнем, потому что к нам это сунется история. Но Зеленский не дает выдохнуть, понимаете? Суть вопроса моего заключается в том, давайте вот с вами порассуждаем, а зачем России пауза? Ну вот, давайте не так, выборы. Менять Зеленского зачем? Вот
многие сейчас анализируют, говорят, смотрите, Россия там молчит. Они комментируют строго эти пункты, они вот в диалоге. А зачем им выборы дать провести Зеленскому? Тем более, что мы с вами видим, что они будут такие, похожие на фарс, на шоу. Смотрите, Саш, это то, что я вам сегодня уже рассказал. И Россия, и США не дадут Зеленскому вот так, как он собирается провести выборы. Потому, говорю, Трамп в первую очередь. Вся семья Трампа знает, кто такой Зеленский. Просто с ним разговаривают, потому что он волею судьбы сегодня оказался в центре важных геополитических событий, в том числе там, где есть интересы США. Расчет какой? Политическая капитуляция Зеленского. Потому что, если представить, что мы, давайте так, весной следующей провели выборы, у нас новый президент, у нас новый парламент, снята вся цензура, никто ни по кому не стреляет, войска выведены из Донбасса, дальше страна не просто, все же, ребята, живем как дальше. Да все, мы начинаем с листа. У нас есть дорожная карта, которая, этот же план, это там дорожная карта. После всего этого вы вышли из Донбасса, а теперь вы должны юридически там что-то признать. А теперь нужно это закрепить в Конституции. И вот это та работа, на которую требуется год. Референдум неизбежен в этой ситуации. Понимаете? Без референдума ничего не будет. А если упереться, сказать, мы не выходим из Донбасса, ну тогда будет продолжаться война. Требования Путина и Трампа согласованы в данном случае. Зеленский не игрок в этой ситуации, но он пытается удержаться. Я понимаю, выглядит, наверное, так, что Зеленский выгоден Путину. Кто еще так добил Украину, как не Зеленский? Здесь я согласен. Но на самом-то деле есть же глобальные требования и по русскому языку. По НАТО он уже, видите, как... Саш, вот на меня кучу всего вылили, потому что я был за нейтралитет все эти годы. Да, да. Я за НАТО, но не берут. Я хочу в НАТО, но не берут. Я за нейтралитет по австрийской модели. Агент Кремля, негодяй, все под репрессии. Вчера Зеленский... Да, НАТО нас не будет, можно об этом уже не говорить. Охрененно получается. Мы реалисты, говорит. Мы реалисты, слышите? Спустя 4 года он стал вдруг реалистом, и спустя 6 президентских. Ну вот, теперь моделируем ситуацию. Во-первых, вы там сказали про опросы на улицах. Если сегодня не было бы диктатуры и честно спросить у каждого украинца, ты хочешь окончания войны? 90% скажет да. 10% это привилегированные, зарабатывающие, где-то около плавающие. Или полные идиоты. Моделируем ситуацию, США выходит. Во-первых, США не выйдет из НАТО, это все политическая игра, я вам точно это говорю. Значит, если Америка выходит, разведданные теряем раз. Даже если ограниченно будут давать, мы теряем разведданные. Трамп отказывается продавать оружие НАТО для Украины. Я не на то, что вы говорите, реагирую. Я сейчас мы продолжим, да. Тут пришло заявление Зеленского, поэтому, да, продолжайте. Понял. Европа. У Европы нет денег, раз. У Европы нет того оружия, у Европы нет патриотов, нет ракет, у Европы нет боеприпасов, у Европы ни хрена нет. Да, можно на потуги и на 1 год профинансировать еще войну. Но через год Путин заберет больше, и мы вернемся и будем мечтать о сегодняшних условиях. Возможно, будет стоять условие, выходите полностью из Запорожья и из Херсона. Выходите из Одессы, из Харькова, не дай бог. Вот так, с Днепра, не дай бог. Вот так может стоять вопрос через год. И я не шучу, у нас 500 000 в СЗЧ. У нас никто не хочет воевать. Эти опросики, интернетики, все это хорошо. Но 500 000 мужиков в СЗЧ. И миллионы по домам, по норам сидят, не хотят идти в армию. Нет, Денис, не 500 000. Вы сейчас опять... Как это? Официально 300 000. Нет. Секрет. А сколько? Сегодняшнего там дня, где-то кто-то говорил, 300 000 официально. сегодняшнего дня офис Генпрокурора Украины засекретило количество СЗЧ. То есть там же как, уголовные дела, некоторые особо лихие товарищи по 2 раза, по 3 раза, кто-то по 5 единиц, да, там. И они вот засекретили эту цифру, чтобы что? Ну, чтобы... Ну, в Советском Союзе секса нет, СЗЧшников у нас нет. Засекретили? Нет. Засекретили, сколько погибло украинцев? 30 000 за 4 года. Да. Как сказал Зеленский. Так вот теперь с СЗЧшниками такая история. А эти СЗЧшники на улице творят, что хотят. Одна ремарка по поводу, ну как, что хотят, ну имеется в виду, вернулся с СЗЧ, поссорился с женой, бросил 2 гранаты, как вот в Одессе, да, недавно. Ну или, например, там стреляют что-то на улице, в голову убили 4 выстрелами какого-то представителя еврейской общины в Одессе, вот сейчас. Да. Ну тоже, да, вот кто, что. СЗЧшник — это очень классная история, это оружие, в том числе и в руках
криминалитета и так далее. А кто? Ты СЗЧшник. Ну, а вот и все, да. Смотрите, я хотел одну ремарку сделать. Ведь это принципиально тяжелая ситуация в плане референдума. Я отчасти понимаю, почему профессиональные украинцы вообще не обсуждают эту тему. Во-первых, само слово референдум дискредитировано с 2014 года. Кто-то говорит, там Москва его дискредитировала. Вопрос в том, что люди, которые выходили и шли... Смотрите, референдум, да, это супер, как бы это высшая история, то есть, но у нас в Украине были референдумы, да, парламент просто не, принял к сведению как консультационный, ну и все, и не принимает никаких решений. То есть, вроде как решение есть народа, но никто не воплощает его в жизнь. Это было в истории Украины. Можно было там, в 2014 году с этими референдумами в Луганске и Донецке, тем более, что люди всегда, там же как бы было, мы провозглашаем вот эти республики. Но я подчеркиваю, и это важно, в состав России... Это потом уже история была, когда уже вооруженная борьба произошла. И то, как бы там на референдуме в состав России никто не стремился. Все хотели быть немножко отдельно, чтобы, ну вот в этом потоке после Майдана, да, чтобы как-то вот торговать с Россией, связи, потому что видели, что все обрубится. То есть это воля людей. Проблема Украины сейчас в том, что условно, давайте гипотетически моделировать ситуацию. Например, Краматорск возьмут и проведут референдум. Да? Сейчас там нам опросы, конечно, показывают такие потужные, что все за Украину, и все там с Украиной в сердце и так далее. Но многие уже выехали из Краматорска. Да? Кто куда, кто как, кто мог, кто не мог. Многие, те, кто остались, понятное дело, они чем занимается прифронтовой город, где все стоит, они обслуживают армию. Кто-то на СТО, кто-то в магазине, кто-то, ну вы понимаете, как экономика прифронтовых городов, она работает именно таким образом. Да. И поэтому и не могут ничего другого сказать. Украинцу невозможно будет выбрать, а он куда хочет? В Россию или в Украину? Потому что даже сама постановка этого вопроса преступно, но без нее не обойтись. Не обойтись. Помните, была еще в прошлое окна мирного урегулирования такая идея, а давайте, ну типа заново проведем референдум при Азовье. Ну вот, заново. Да. Ну, только с ООН, да, вот чтобы все было по-честному. Украинцев никто не спрашивает. В этом-то проблема, понимаете? Ну а вторая, то, что вы говорили выше, что они говорят, ой, не спрашивают и хорошо. Типа... Поэтому я буду молчать. Когда вы сейчас говорите, извините, про Краматорск, вы какой вопрос подразумеваете на этом референдуме? Как он будет сформулирован? Ну, согласны ли вы перейти в состав Российской Федерации? Ну, или оставаться в Украине? Но вопрос будет сформулирован, это будет всеукраинский референдум с вопросом, согласны ли вы на потерю, ну там по-другому будет сформулировано, суть та, что согласны ли вы выйти из Донбасса? Не признать российским его, ничего. Что мы выходим с территории Донбасса. Вот так будет звучать вопрос. Россия проводит свои референдумы, проводила в Крыму, в Донбассе под автоматами. Я могу вам это сказать еще раз. Но я вовсе не отрицаю, если бы это было без автоматов, что был бы другой результат. Просто он был бы в других процентном соотношении. В другом процентном соотношении. Но он был под автоматами. Да, у нас не было референдума, а нужно было проводить референдум по ЕС, по НАТО, по языку. А не как Порошенко вносить Конституцию. Боятся спросить у людей. Даже на такие острые вопросы. Все думают, что люди идиоты, люди дураки. И у них спрашивать не нужно. В этом проблема. Конечно. Они так и считают за быдло. Поэтому Украина никогда не жила ни одного дня при полноценной демократии. И эти люди, которые там сейчас размусоливают и рассуждают, они в демократии не жили ни дня в своей жизни. Понимаете, как будет вопрос поставлен? Если все будет так, как хочет Трамп, и потом состоится референдум уже с новым президентом, с новым парламентом, и уже с перезагруженной Украиной, вернее, в состоянии перезагрузки, то будет референдум проведен, как вам это сказать, это не в том контексте, в котором мы сейчас с вами обсуждаем, вернее, не в том, в котором вы меня спрашивали. Потому что это вопрос, как это правильно сформулировать? Если люди голосуют «нет», давайте так, давайте моделируем. Происходит этот референдум всеукраинский, за выход Донбасса или нет, юридически официально. И люди голосуют нет. Это продолжение войны, это новая война. Мы же все это понимаем. Да. Потому что будет дорожная карта, в которой с Путиным согласовано, мы проводим референдум, все. А если на референдуме нет?
Ну так вот им и новая война пришла. А И поэтому если, все проголосуют «да». а если спросить, как конкретно у жителей Донбасса? Вот смотрите, россияне, они всегда приводят себе в пример референдум в Крыму. Да, проценты там зашкаливающие, понятно что, но они приводят эти проценты. Ну вот Так. сейчас Краматорск, опросы, журналисты поехали, вот вы смотрите. Ну вот гипотетически, провести референдум, только честно, да, Славянск-Краматорск. И местные люди, которые там, жители, которые находятся без военных контингентов, конкретно там по прописке, ну условно, да, они скажут, мы не хотим в Россию. Ну что тогда, а Путин скажет, ребята, ну, нецелесообразно класть еще несколько месяцев боевых действий, тысячи жизней, вот эта война, перемалывание, люди, краматорчане, а это даже в голову не придет украинским властям как элемент, ну, как переговоров с теми же американцами. Я чего ухмылялся, мы в прямом эфире, вот Зеленский делает заявление, а эта неделя может принести новости для всех нас и для прекращения кровопролития. А? Потушно как. Только ничего никто не предлагает. Никаких результатов. Ну, давайте с американцами проработаем вот эту, например, вот эту историю, другую историю. Нет креатива. Есть только одно. Дайте денег, сил, средств. А, вы хотите выборы? Дайте. Вы хотите там чего-то? Дайте. То есть абсолютно другая, другая политика ведется Зеленским. В этом проблема. Политика, Так которая... вы понимаете, не могут ставить вопрос. Вы сейчас опять про вопрос, хотите вы жить в Украине или в России, в Да. тех регионах, которые... Ну, смотрите, такое не может... это нормальный вопрос. Это я не говорю его проводить по законам, ну, вы поняли, да? То есть, когда надо было Зеленскому, он к урнам в местных выборах представлял вот этих волонтеров, 5 вопросов, помните? Типа референдум, опрос. Да. Ну, так он бы взял бы, показал бы, Путин сказал бы, вот, смотри, хочет к тебе только там 20-15, ну, может, там 30%, а 70, например, конкретно этих, которые, куда ты сейчас идешь войной, не хотят, понимаете? И тогда бы уже это по-другому выглядело с точки зрения, ну, там, международных отношений. А так получается, у нас нет аргументов. У нас есть только аргументы. Это выпустили Сырского, который говорит, я как ночую с бойцами, мы бережем каждую жизнь. А люди военные, там, ну, которые там, знакомые, ну, которые знают, воюют, которые, они плюются, потому что знают, что просто так мясником Сырского еще тогда в Бахмуте не называли бы. Ну, конечно, ну, конечно. Понимаете, для меня страшный сон обсуждать референдум, где гражданам Украины будут задавать вопрос, вы хотите жить в Украине или в России. Потерян был другой шанс, и то, что вы правильно сказали, нет никакого креатива, и на самом-то деле от Зеленского за 4 года ни одного предложения не было. Я говорил, мы должны были предлагать, мы выходим из Донбасса, и весь Донбасс цельно становится автономией или федерацией. Вот это подход, вот это к Трампу можно было приехать и дать вот такое решение, и с Путиным обсуждать. И дальше, вот это... болезненно будет для многих, но это предложение и это реальность, которая может наступить или могла наступить. Вместо этого давайте нам, я же вам говорю, хорошо, дали, еще год, дальше что? Россия рассыпется, не рассыпется. Я всем рекомендую, в интернете есть перевод, недавно был форум в Дохе, в Катаре, младший Трамп, Дональд Трамп младший выступал и говорит, вот эта история, что давайте еще повоюем, что Россия банкротится, это не подход, и это не план. Америка не идиот с чековой книжкой, мы больше не будем идиотом с чековой книжкой. А мы так привыкли, ну не мы с вами, а многие сограждане и Зеленский. Только дайте все вокруг. Вот вы все дайте нам, а мы внутри ничего не хотим генерировать, вообще как-то жить. Многие выходят, я с ужасом посмотрел отрывок интервью Гордона с Елизаровым, с продюсером Савика Шустера, где он говорит, это война навечно. С какого хрена она вдруг навечно? Кто это сказал? Вот кто это сказал? Покажите мне. То есть все, тогда говорите гражданам, люди, вы здесь только сдохнете и все, и счастья здесь не будет. Это война, это не страна, это какой-то буфер тогда, так как европейцы про нас говорят в кабинетиках, вне камер. Но это же ужасно, то, что происходит. Важный момент. Какие, вот вы так говорили про внешнюю разведку. До этого, помните, было совещание с Будановым, где он тоже, ну, я так понимаю, по похожим мотивам. Короче, у Зеленского что-то ему нужно преподнести. Что-то для внутренней аудитории
и что-то, понятное дело, что там изменит какие-то расклады, может быть, региональной политики или геополитики, не знаю. То есть, ну, что-то, как это, наружу, да, что-то наружу. Смотрите, сегодня какое-то странное сообщение последовало от ГУР. Короче, представляете, подлые приднестровцы. Это не, я так говорю не потому, что я считаю их подлыми, просто так это выглядит по сообщению. Значит, там мобилизуют, собирают, сколачивают ДРГ. Короче, что-то они там задумали, представляете? Обычно такого рода вещи говорят и заявляют. Вообще, сейчас есть два тренда. Я хотел, чтобы этот обсудили, и нападки на Китай. Это прям такие, они мельче тренды, но это прям тренды. Начнем с Приднестровья. Значит, условно, мы же помним, что давно говорили, и пресса даже западная писала, что рассматривается вариант, например, там с Санду как-то договориться и помочь украинскими военными решить проблему Приднестровья для Молдовы. Да. Ну, там завязки на Румынию, поэтому Румыния тоже, конечно, еще те. Они отобрали у Украины кобзу, ну, кобзари, кобза, музыкальный инструмент. И говорят, это наша. Там, бандура, вот эта кобза, это наша. Как борщ теперь будем делить с россиянами. Там, те говорят наша, а мы говорим их. Так с кобзой. Так вот, приднестровская история. Смотрите, в Курск уже сходили. Надо сходить в Приднестровье. Если условно такую какую-то спецоперацию провернет Зеленский, чтобы спутать карты, напустить дыма и хаоса, как вы думаете, как отреагирует мировое сообщество, партнеры и не партнер Соединенные Штаты Америки? Ну, все-таки Соединенные Штаты пока еще партнер, а я хотел бы, чтобы были союзниками. Европейцы не будут в восторге от этой идеи. Я думаю, хотя уже не знаю, потому что если будет на чаше весов на одной окончание войны, а на второй ее надо сорвать, мирно нужно сорвать хотя бы таким способом, но это очень рискованно, потому что рядом территория Евросоюза. Это очень рискованная история. Касательно Америки, как только они узнают разведку о таких даже намерениях, сразу вступит еще более тяжелая артиллерия. Вы понимаете, я не просто убежден, я знаю, что никто не отпустит Зеленского, никто не даст ему творить то, что он хочет, так как было еще 2 года назад или даже еще год назад. Поэтому любые такие, как он считает, креативные идеи и мысли, они просто, то есть за ними последует реакция президента Трампа. И очень жесткая реакция. И, как я вам уже сказал и про Коломойского, есть огромная цепочка, которая работает. Поэтому я не вижу в этом ничего реального, убежден, этого не будет. Это, возможно, информационная операция, людям нужно задурить головы и так далее и тому подобное. Для меня она больше похожа на это. Почему? Потому что я точно знаю, сейчас идут очень серьезные переговоры, в которых задействован Кушнер и Уитков. Каждый день это происходит. И там никаких этих вещей не рассматривается. Там есть ограниченное время, которое просто не озвучивается. Конечно, оно там меняется, там что-то это, но там никто не настроен месяцами вот эту вот кашу возить, которая сейчас. В декабре будет принято решение. Ну, до Рождества по западному стилю, правильно? По идее, да. Все так. Я думаю, что вот этот анонс, который я зачитал, который пришел во время эфира, это, мне так кажется, может, я ошибаюсь, вот эти новости на этой неделе, которые будут, это прямой ответ, ну, уже культурный Трампу, что он просил сказать Зеленскому, в общем, принять решение для того, чтобы до 25 числа дать ответ, чтобы с Рождества организовать рождественское перемирие. А как продадут это рождественское перемирие? И смогут ли... А кого надо вообще больше дожимать? Ну, условно, там, российскую сторону, украинскую сторону. И пойдет ли на это Зеленский? Вообще-то не собирается идти. Но, как я уже сказал, его, по идее, дожмут. Потому что я знаю, потому что я вижу, его дожмут. Это все тоже часть того же плана. То есть перемирие зачем? Ну, вполне можно снять потом военное положение после перемирия и назначить выборы. Все равно ключевая точка – это выборы. Стране нужна перезагрузка. У Путина есть, мы уже с вами тоже это обсуждали, три глобальных вещи. НАТО, но он уже даже как бы признал, есть русский язык, есть религия. Мы же не обсуждали еще Запорожскую ЗАЭС, которая очень серьезно сейчас в переговорах тоже фигурирует. То есть вот сейчас вокруг публично все вокруг Донбасса. Выйти, не выйти. Зеленский манипулирует, рассказывает, нужно сдать Донбасс. Не нужно сдавать Донбасс. Я вам уже рассказал почему.
То есть нужно просто оставить эту страну в покое и дать дальше демократически принимать решения. И знаете, что самое здесь важное? Возвращаясь к Коломойскому, это все сюда, это все важно и касается. Как произошло? Вот в моей ситуации. Алло, заведите уголовное дело на маму Елисевича. Алло, сломайте автозак Коломойскому. Как будто, знаете, второй не мог подъехать, довести Игоря Валерьевича в суд. Алло, судья, заболей. Или там еще как-то вот это все работает. По отношению к Коломойскому или по отношению к тому, кому нужно. Скажите, если это будет с Донбассом и с Крымом, мы вернули Донбасс и Крым, но по-прежнему офис президента звонит и раздает судьям указания. Какая разница с Донбассом или с Крымом, или без них? Я веду к тому, что важно, как страна дальше будет жить. Без Донбасса и без Крыма можно жить в 10 раз лучше, чем с ними, если страна станет другой. А страну спасет только экономика и честный суд. Правильно там Вашингтон-Пост написала, зацитировав Виткофа и Кушнера, то, что я все время рассказываю. Там, где идет торговля, война не идет, там не воюют. Вот это то, чем должна заниматься Украина и граждане. Не тюкать друг друга за язык и религию, а торговать, оказывать услуги, своей семьей заниматься. А вот эти сказочники должны прекратить рассказывать про вечную войну. Мы должны просто все-таки всегда смотреть в конструктив, как реально выйти из положения. Мне, что с Донбассом, что с 91-м годом, если будет звонить с офиса президента, рассказывать, что кому делать, это не страна. Это не правовое государство, это банановая республика. Чем мы тогда отличаемся от России? Вы же понимаете, какая история, что по такой логике и с такими телефонными звонками, которые вы описали, ну так и до Киева недалеко. Ну, вот правда. Задача же какая сейчас? И это очень, кстати, очень интересный вывод, интересно. Ну, то есть Зеленский со своей властью, он доводит людей. Это самое страшное в этой всей истории. Мы так вот по референдуму говорили, ну, может, там немножко себя, ну, друг друга, может, недопоняли. В каком плане? Я не о референдуме как о юридической процедуре, ну, вы поняли, то есть, да, как вот именно акте, процессе. Не-не-не. Я о референдуме как о людях. Ну, то есть, люди. Люди могут быть доведены до такого отчаяния, ну, до такого краха вот этой системы, так настолько потерять веру в государство. Вот вы имеете в виду, что людей не спрашивают? Реально людей мнения никто не спрашивает? Не спрашивают, но люди могут сказать, да мать его так, пускай хоть какой-то порядок будет, понимаете? И я знаю таких людей лично, ну, долго, за эти, сколько там, 10 лет, да, многие вот пришли к этому, что бардак, отжали бизнес, полиняли люди на деньги, на недвижимость, отняли, рейдернули заводы. И они говорят, ребята, ну как оно, ну извините, ну уже много разочарованы в Украине, как в системе, как в государстве, понимаете? И они говорят, да мать его, пускай лучше будет вот тут, там хоть не, там тоже, никто не говорит, что там сахар. Там свои порядки, свои как бы вертикали, свои, ну там хоть плюс-минус что-то понятно, ну как, вертикали понятно, да, кому занести, куда, вот как жить, понимаете? И вот я просто представляю, вот мы обсуждаем этот крах и обсуждаем, а люди должны просто вдуматься, что этот ужас, это не потому, что Елисевич и Шелест хотят об этом сидеть и говорить в интернетах в разных, а это приводит это к смерти приводит, эта болезнь государственная. Вот мы почему подчеркиваем. И люди теряют всякую веру. По поводу послевоенной истории хотел вас спросить, интересно ваше мнение. Смотрите, расходится сегодня, что Соединенные Штаты Америки будут проводить фильтрацию. Ну, это как в полушутку я говорю. Ну, вот в Шереметьево фильтрация для украинцев, да? Там залазят к тебе в телефоны, откапывают все данные, вот это все соцсети. Вот. Трамп на своем выступлении говорит, да елки-палки, что к нам не едут какие-нибудь там шведы, приличные люди, набираем непонятно кого, каких-то мигрантов с каких-то Сомали, это ужас весь сброд сгребаем к себе. Нормальные люди, приезжайте к нам, дайте страны путевые, хоть каких-то нормальных людей. Ну, это так вот в сердцах, в эмоциях говорит Трамп. И вот последовало это объявление о том, что, скажем так, США будут проверять социальные сети, телефоны, путь, историю за последние там 5 лет тех, кто к ним въезжает. Это будет там интересно, это будет касаться и в том числе просто туристов, которые, ну, визу получили туристическую, хотят приехать.
Мы на самом деле, это можно смеяться, можно говорить конспирология мировая, но мы приходим к тому, что страны, системы будут реально, ну, это будущее такое. Вот эта фильтрация, она возникла между Россией и Украиной по понятным причинам, ну, потому что война. Но, по сути, это тренд мировой, он задается. И когда страны отменяют визы, это типа что-то хорошее, это вот значит, ну, дружественные страны. То есть Трамп задает новую историю. Но после войны же в Украину бангладешцы, индусы, кто угодно, потому что дефицит рабочих рук. Получается, в Украину, вот, чтобы выполнить эти все планы и пункты восстановления, запрут кого угодно. Это будет зависеть от того, кто победит, какие силы победят. Если победят глобалисты и продолжат рулить, то будет так, как вы сказали. И давайте уже полностью скажем, как это выглядит. Очень много мужчин убито, погибли, очень многие разочаровались и уехали, но в это время завозят в Украину хрен знает кого. Вот вы знаете, там Евросоюз нескольким странам разрешил мигрантов не привозить, 4 или 5 странам. Венгрия платит 1 000 000 евро штраф каждый день, потому что они насильно, Орбан отказался. Это почему я против Евросоюза, против вот этих решений, и полностью поддерживаю сейчас тренд, который Илон Маск задает. Четвертый рейх. Ну, это может быть слишком жестко, но нужно переформатирование. Власть бюрократов должна быть уже в прошлом. Этих Урсул, которых выбирает кучка бюрократов, а не реальные жители Евросоюза. По поводу Трампа, я знаю, я владею вопросом, я просто глубоко в теме. На самом деле это просто здравый смысл. Просто здравый смысл. Какое-то чудо сидит в Украине сейчас. Последними словами, я вчера зашел, я публиковал в телеграм-канале комментарий Forbes.ua. Казалось бы, уважаемая франшиза, Forbes, а там все оскорбление Трампа, то ты в Америке нет демократии, то проведи выборы. Вот такие идиоты не должны заезжать на территорию Соединенных Штатов Америки. А зачем они здесь? Если ты против капиталистической системы, если ты против демократии, нахрен ты здесь нужен? Эта страна строилась на другой идеологии, как вообще-то и вся западная цивилизация. Что в это время делает Европа? Черт и что. Приезжайте все, кто хочет. Уже тоже полиция врывается в Германии, в частности, и в Британии активно за посты в интернете. Hate speech, это нельзя. Не дай бог что-то скажешь против Урсулы, против бюрократов. Так это что? Так это путинская Россия. Для меня это действие путинской России. Аналог. Они, с одной стороны, против Путина, с другой стороны, уже действуют как он. Решают выборы в других странах, как проводить, цензурируют граждан. А этот штраф X, ну, бывший твиттер Илона Маска, соцсеть, 140 миллионов евро. И Маска хотят штрафовать. А год назад сделку предлагает Евросоюз Маску. Мы там тихонечко цензурируем, но тебя не штрафуем, и ты там сильно не всплывай. А он придает это огласке на весь мир. Это что вообще? Это ценности западной цивилизации? Конечно, Трамп против этого. Сейчас это главный камень преткновения. Ребята, вы отошли от наших ценностей базовых, на которых мы строились. А Мерц сегодня выходит и говорит, у нас нет проблем с демократией. Да, мы покажем, что мы победили, что это классная мигрантская политика. Ну, смотрите, но также можно назвать и сомалийца мусором, и украинца мусором. Я не хочу назвать никого мусором, но есть некая статистика. Есть некая статистика, кто в мире совершает теракты, скажем. Есть это просто статистическая история. Какой религии эти люди? Я за все религии. Когда это в мирном русле, и человек там духовностью занимается, а не когда промывается мозг. Поэтому это просто здравый смысл. И, конечно, Америка должна была это сделать. Вы думаете, здесь мало таких заехало? Они ненавидят все, на чем это строилось. Они заразили этим молодежь. Вот эта вся вообще глобалистская политика. Мы с вами это тоже обсуждали. Стоит подросток, кроссовки Nike $200, iPhone $1500, родители, сумасшедшая квартира в классном доме, платная школа у него, а он сидит, ругает капитализм в соцсетях. Ну, это же дикость. Ну, проблема же, видите, такая, опять ценностная. А согласен ли человек быть частью статистики, понимаете? Из-за каких-то утырков страдают вполне себе приличные люди разных национальностей. Это очень подходит сейчас к украинцам за рубежом. Ну как, почему страдают? Смотрите, есть, например, в Америке люди такие, как я, украинцы. А есть те, кто выходят на митинги и кричат, давайте войну продолжать ни в коем случае. Но мы пока покайфуем в Америке. Да. Да. Кто за кого страдает? Пока вроде так нет такого. Скажите, хотел спросить, чтобы, ну, в общем-то, чтобы эфир не закончился, я не забыл. Что за мода ругать Китай?
Сегодня опять Зеленский говорит Китай, там Лещенки, позавчера или вчера, позавчера, наверное, да, когда вот это по телефону начитывал ответы на вопросы, опять говорит Китай виноват. Китай виноват в том, что война не заканчивается в Украине. Здрасте, приехали. Почему? Да, такая какая-то новый пунктик в методичке. Мне кажется, это тоже часть антикриза, какой-то громоотвод. У Трампа с Си была очень конкретная беседа про Украину. И этот план в том числе после общения с Китаем родился. И может, ну, наверное, даже согласовывался, я бы сказал. Я это услышал, я сам обалдел. У них сейчас каждый день Китай виноват уже в этом. Ну, понятно, что Россия прокси Китая, я вам это уже говорил, но вдруг, почему сегодня, когда мирные переговоры, началась эта история? Почему не месяц назад, не два, не год, не два, не в начале войны? Вот это я понять не могу. Нет у меня четкого ответа. Это смешно, конечно. Сообщают о том, что Стармер, Макрон и Мерц поговорили с Трампом после встречи с Зеленским. Сообщается, что лидеры обсудили последние новости по поводу мирных переговоров. Спикер Даунинг-стрит добавил, что интенсивная работа над мирным планом будет в ближайшие дни продолжаться. Но мы берем этот кирпичик. Это вот когда? Это вчера же у него Италия была, там немножко Брюсселя. Да. Позавчера, да? Это позавчерашняя встреча, где там кот Ларри сбежал. И вот нам сегодня сообщают вот эту историю. Денис, так это же получается вообще беда, слушайте, и с Европой, и у Зеленского. Это Трамп побеседовал с этими тремя этими богатырями европейскими, а потом вышел и выдал, говорит, так у вас не демократия, Зеленский, шуруй на выборы. То есть вы понимаете, насколько там за спинами, как о нем отзываются при Трампе, при папочке-то? Ох, какая интересная подробность. Конечно, конечно, конечно. Так это... Да, сдадут не задорого. Владимира Александровича. Значит, представим, что выборы назначения. Переизбрали ли вы бы Зеленского? 3% некуда деваться, просто других не будет. 8% однозначно. Он наш потужный. Ну, я так полагаю, что вряд ли там люди... Троллик. Ну, им просто нравится слово «потужный», понимаете? Да. Потужный. 8%. 36% это все фарс. Не пошел бы на такие выборы, потому что, ну... То, как они начались, если их назначат, в общем, туда ходить не надо. И, кстати, я заметил, тоже очень тенденция большая, причем у старшего поколения, говорит, да мать его так. У молодежи, таких, которым вот 18 и голосовать, и у старшего поколения, да ну их вообще тут, господи, не хотят идти на выборы люди. Ну и 53% кого угодно, только не его. Вот так вот. Кого бы выбрал Елисевич в варианте кого угодно, в этих 53? Ну, себя, но я не баллотируюсь. Человека с моей идеологией. Либертарианца-капиталиста. Да, друзья, давайте перейдем к вопросам. Буквально несколько. Значит, всем большое спасибо за то, что эти вопросы оставляете. Поехали. Добрый день, Александр, Денис. Вопрос. Если Трампу выгодна остановка войны сейчас, то почему он не обнародует весь компромат на Зеленского? Или его нет? С уважением, Алексей. Компромат есть, отвечаю и не первый раз на этот вопрос. Если делать резкие действия и сразу, то нужно сразу иметь замену с высоким рейтингом, а не какой-нибудь, чтобы Порошенко перехватил власть с глобалистами. Все гораздо сложнее, чем кажется людям. Поэтому с него срезают власть слоями. Я вам дословно это каждый эфир повторяю. И как мы видим от эфира к эфиру, это все так и происходит. Так, значит... Два вопроса от Анны. Практически вся аудитория из России вас считает русофобом. Зачем вам это нужно? И второй вопрос. Если Трамп ударит по Венесуэле, это будет другое? Ну, в плане СВО Америки в Венесуэле. Да, это будет другое, потому что Трамп не собирается бомбить Венесуэлу и мирных граждан и аннексировать ничего. Трамп, если будет бомбить, то будет бомбить режим Мадуро и инфраструктуру, связанную с Мадуро и наркокартелями, а не граждан, мстить за что-то и что-то у кого-то забирать. Второе, я не русофоб. Я просто человек, который называет вещи своими именами. Меня оскорбляют в комментариях русские, сеют ненависть. Мало ненависти им. Ну, подумайте, откуда это взялось, в том числе.
Это история двухсторонняя. Ненависти очень много сейчас. Причем... Ну, а я наоборот не хочу. Я, видите, тему эту не затрагиваю. Причем, Нужно смотрите, объединять. причем, смотрите, и в середине условных там, ну, российских, да, я не говорю русских, российских, разных, да, групп, и в украинских, да, разных групп. И там вот друг другу ненависть, друг другу сжирают. Я был, если честно, в шоке. Там сообщили о том, что суд вроде как Макса Назарова, помните? Да. То есть вот сейчас собрали, закончили следствие и суд. Слушайте, я тут зашел, почитал комментарии в Фейсбуке, я в шоке. На чисто украинском языке все говорят, там, повесить, так ему и надо. Ёлки-палки, ребята. Ну, то есть, он ходит, ходил, не отсвечивает, да, то есть, там, вроде как вышел под залог, но, опять-таки, это тоже там все очень туманно, потому что нет никакой верифицированной информации. То есть, абсолютно. А его напарницу, эту Гелю Пичик, Ангелина Пичик была такая ведущая, что она делает? Она просто ходит для ТикТока, снимает какие-то опросики по Киеву. Так ее, Детектор Медиа, вот эта вся соросня, вместе с вот этими профессиональными украинцами, с землей смешивает. Она выходит в какую-то прессу, начинает оправдываться, что-то там как бы реабилитировать, а ее все равно вот это все. То есть очень много злости, дурной, непонятно какой. Причем мы здесь как отражение друг друга, да, там же тоже, ну, это, конечно, такой очень натянутый пример, там, с Ларисой Долиной, например, да, с вот этими всеми моментами. Тоже есть свои темы, триггеры, и вот это они вот это вот мусолят, и вот это все воспитывают злость. Злость воспитывать это очень плохо. И это все пересекается, конечно, на этой теме войны. Я не хочу рассуждать по поводу России, Саша, я просто должен это сказать. Это все порождает государство, оно это все стимулирует и дает на это лицензию. Потому что государству выгодно, чтобы мы между собой грызлись, а там будут Миндичи и Ермаки по 100 миллионов выносить. Это если по-простому рассказать. Вы там внизу, вы враги, ухилянты враги. Назначаем врагов, нам только не мешайте. И люди не могут понять, что сконцентрируемся на власти, вот где враг, а не мы друг другу. Вопрос для Дениса. Согласны ли вы, что люди, поддерживающие Зеленского, продолжают его поддерживать потому, что иначе вся их картина, строившаяся годами, рухнет, и проще жить, несмотря наверх? Если да, замечает ли Денис в себе подобное по отношению, пусть не к Трампу, Милею, например? Спасибо, я сама очень уважаю обоих, если что. Ну вот... Замечаете ли вы в себе подобные вещи? Откуда берется это? Значит, по поводу Зеленского, первая часть вопроса согласен. Во мне нет, потому что я не привязан к личностям, я привязан к идеологии, к которой я пришел в своей жизни. Есть люди, которые сегодня в мире олицетворяют эту идеологию и ведут. Милей, Маск, Трамп. Я их поддерживаю. Завтра появится еще кто-то, или я выйду на этот уровень, значит, будет так. И люди, которые поддерживают меня, они не поддерживают меня как личность, они поддерживают идеологию. А я просто ее сегодня в Украине олицетворяю. Нет в Украине сегодня либертарианца, кроме меня, за которыми идут люди. Лина Вострилова, вопрос. Трампу выгодна остановка войны сейчас, чтобы не дошло фигурально до взятия Берлина? Не отказаться со своей коалицией участвующих в статусе проигравшего? Ну, то есть, это интересный разворот ситуации. Я, кстати, вот часто слышу, что Трамп просто спасает шкуру вот этого условного Запада, потому что он видит, что как гегемон он отвечает за этот Запад. А Европа тянет вниз, Европа не дает это сделать, не дает, грубо говоря, надуть этот спасательный круг. Но вопрос же был не такой, Саша. Вопрос же был от русского человека, который величием болеет. И он считает, что могут загнать кого-то до Берлина. Но почему же тогда Путин за 4 года, я, конечно, не на фронте, не хочу сильно задаваться, но Путин за 4 года не забрал ни один областной центр. Вот пусть человек себе ответит, про какой Берлин он вообще говорит. Задействовав колоссальные силы, потеряв колоссальное количество людей и техники. Какой Берлин может быть? Несколько тысяч томагавков, и весь Берлин закончится не начинаясь. Но просто зачем человек сидит и в себе порождает то, что мы сейчас с вами обсуждаем, вот эту ненависть к Европе? Да сдохл бы с голоду Советский Союз без ленд-лиза американского, не победил Гитлера. И в 90-е сдох бы без помощи Америки. Без ножек Буша. Без ножек Буша, совершенно верно.
Зачем вы себе сидите и этой желчью брызгаете, люди? Да получайте наслаждение от своей страны, если вы ее так любите. Зачем вы ненавидите? Я не могу понять. У вас кто-то что забирает, в конце концов? Нет. Нет, смотрите, я просто, как бы, вы как бы напали, например, на вопрошающего, а суть-то простая. Ведь мы сегодня с вами тоже этого касались. Суть ведь обрушения системы, понимаете? Рухнуть может внезапно и в один момент. И вот это взятие Берлина, это не в том плане, что будет, ну, как я понял, может, действительно человек вкладывал другой смысл, это не в том плане, что вот это вот будут флаг устанавливать на Рейхстаге, дойдут всех, а что может настолько быстро все рухнуть, понимаете, что и не нужно будет вот этих сил и вот этого всего. Ну, 4 года Нет, уже почти этого не отвоевали. произойдет. Человек мечтает об этом, наверное, все-таки. Я буду нападать дальше на этого задающего вопрос. Но этого не произойдет. Во-первых, ЕС и НАТО – это все-таки две разные структуры, хоть там и в некотором смысле связаны. Европу ждет переформатирование, Европейский Союз. Надо вообще не путать Европа и Евросоюз. Европа великая, а это кучка бюрократов. Ничего такого в один момент не случится. Это слишком большая структура. Чат-трансляция. Вопрос. Вы сказали, что голосовать нужно за идеи, а не за красивых. У кого сейчас вообще есть идеи, а не лозунги и популизм? И прагматичная программа. Спасибо. Хороший вопрос. У тех, кто сегодня не упоминается в вопросах. Вы этих людей узнаете во время предвыборной кампании. И очень удивитесь. Вот пишет, скажи, пожалуйста, Саша Денису, что вопрос из Киева. Это киевлянка пишет. Ну, это в чате она уточнила, поэтому нет. Верю. Ну, не знаю, как бы. Значит, как думаете, выйдет США из НАТО? Ведь Трамп уже как-то заикался об этом где-то полгода назад, а сегодня из Конгресса уже идут потужности. Как думаете, Европа и НАТО выживет вообще без США? Европа и НАТО без США не выживут. США из НАТО не выйдет, я это знаю точно. То, что сейчас происходит в Конгрессе, это Европа, обращает внимание Европы в целом, что вам нужно немножко подумать, сесть и подумать. Трамп очень хорошо понимает систему мировой безопасности, и кто такой Россия, и кто такой Китай. Просто пресса у нас сделала с него какого-то дурачка, который не разбирается ни в чем. Ой, очень хорошо разбирается. Алексей, вопрос. При Порошенко появилось понятие «рука Кремля», рупор, а руку Запада почему никто не замечал, неприкрытую колонизацию Украины вот никто не замечает? Да никакой колонизации нет. Если была колонизация Украины, Украина сегодня была бы успешной страной. Этого нет. Есть Соросня, есть USAID, которые ставили эксперименты над Украиной, зарабатывали деньги и получали влияние. И в том числе это был инструмент влияния попадания в госпредприятия наши. Вот таких как Лещенко, Наемы и все остальные. Поэтому вот и все, что происходит. Рука Кремля, да, это технология Порошенко, но есть же агенты Кремля в политике и были всегда. Но это же тоже факт. Факт. И будут, наверное, не дай бог. Если Коломойский, предположим, выдвинется в президенты, то народ попрется за него голосовать. Даже не сомневаюсь, что люди выводов никаких не сделали, пишет Ольга. Порошенко? Порошенко там был? Коломойский. Не, это не для него история. Так, значит... Так, там Орбана противопоставляют Елисеевичу тоже. Значит, вопрос, чем Алексей отличается от Кивы и Бузины, от их позиции якобы объективной и разгулял... Это что, не понял я. Кто такой Алексей? Не знаю, кто такой Алексей. Без понятия. Вы, наверное, не туда зашли или не о том написали. Так... Так, вот уточняют у вас, Сергей, а режим бомбить, получается, можно. То есть страны нельзя, а режим можно. А как бомбить режим без бомбежки стран? Это по поводу Венесуэлы. Да, я понимаю. Ну, бомбить страну – это так, как делает Путин. А как-то делает Трамп по-другому? Трамп никак не делает. Вот знаете, ну, в чем разница? В Иране как он делал? Подождите, мы сейчас про Венесуэлу говорим. А Нет, что в Иране было? Ну, а что было? Не было бомбежки Ирана? Была. Мало. Ну, Мало.
Там режим должен быть свергнут, и это случится. Ну, подождите, есть людоеды, которые сегодня мир привели к этому состоянию, но они будут всегда и были в истории. А вы сегодня сравниваете демократические страны с людоедскими. Сидит страна, и у нее идеология уничтожить другую страну, Израиль. И мы это обсуждаем наравне с Германией, да? Так получается? Или Венесуэла, где, чудак, просто люди с голоду подыхают, в стране самые большие запасы нефти, наркокартели разгулялись. Да, вот это что, демократия? То есть давайте пусть процветает. А этим, Саш, вот дайте мне сказать, а этим людям не страшно поддерживать вот таких вот, как Мадуро, как Иран? Вот им не страшно жить и понимать, я поддерживаю тех, у кого люди умирают с голоду, имея запасы нефти. Я поддерживаю тех, которые женщинам головы отрубают, если они накрасятся. Я это камнями забивают. Вот я сижу, это поддерживаю. Нет, не трогайте их. Вот людям этим как смотрите, живет? Тут же есть правило, что его же выбрал народ. Кого? Мадуро? Мадуро. А последние выборы тоже выбрал народ? Это была чистая фальсификация. Победила Мария Мачадо. Ее выкрали. Баллотировался вообще там другой мужик. Мадуро победил честно, да? Ну тогда нет вопроса. Нет, ну подождите, ну выборы же были. Не, ну если мы так разговариваем, в Крыму был референдум, был с автоматами, там выборы были фальсифицированы, были фальсифицированы. Никем не признанные, кроме Путина и Китая. Ну, Китай это уже немало в сегодняшнем мире, согласитесь. Конечно, немало, но есть четко в мире 5-6 диктаторских и у Китая очень серьезные интересы в Венесуэле, которые не дают Трампу, ну, разгуляться. Он понимает риски, взвешивает все, поэтому, видите, как лодки бомбим, а операцию до сих пор там вот не тянем. Процесс не закончен. Мадуро были предложены деньги уйти, а Мадуро потребовал 1,5 года еще быть у власти. Вот в этом был камень преткновения. Ему было предложено $200 миллионов, а он потребовал еще амнистию для 100 человек своего окружения. И эти переговоры продолжаются. С Зеленским такие же переговоры? Не. Я знал, что это сейчас спросите. Нет. Такого не будет. Это вообще другая история, и другое все, и другое личное восприятие. Ну, Зеленского не уважают, и он сам себя загнал в такое положение. Если бы он делал правильно, наверное, вы бы его поддерживали, и я. Но так как он действует, я не хочу, чтобы мою страну вот так вот разваливали. Почему тогда, ну, война идет не против режима в Украине? Какая война? Путина? Ну, да, война Путина – это не против режима. Ну, во-первых, еще не было режима на момент нападения. У Зеленского, безусловно, были диктаторские замашки, и он был без 2 месяцев, в принципе, свергнутым президентом. Но у Путина спросите, а для чего было бомбить мирных жителей, для чего было нападать на страну? Почему было, Медведчук украл его деньги, так это их проблема. Почему было политически не действовать, так как он, в принципе, все эти годы действовал? Политические партии, каналы вливал деньги через влияние. То есть это, конечно, ужасно, но цивилизованный путь. А бомбить людей, люди судьбу потеряли свою, испортили, потеряли жизнь, горе у людей, имущество. Зачем это было делать? Вот в этом у меня вопрос. Друзья, напишите в комментариях, что думаете. Денис Елисеевич был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо. Друзья, благодарю за то, что посмотрели это видео. Выскажитесь, что думаете вы. Денис Елисеевич отмечен как пользователь YouTube. Также не забудьте поставить лайк этому видео. Добра и света. Увидимся. Спасибо.